Тело массой 2 кг соскальзывает вниз по наклонному скату, переходящему в мертвую петлю радиусом 1 метр. Какой потенциальной энергией должна обладать тело в начальный момент, чтобы описать полную петлю? С какой высоты h0 она должна соскальзывать? Трение, считайте, ничтожно мало. Тут нам известно, что масса тела равна 2 кг. Она соскальзывает с наклонного ската и описывает мертвую петлю радиусом 1 метр. Нужно посчитать потенциальную энергию, она должна иметь, и с какой высоты она должна соскальзывать. Если у нас какой-то наклонный скат, в конце тело должно описать мертвую петлю радиусом r. Нужно определить, с какой высоты h0. Оно должно соскальзывать для того, чтобы можно было описать полностью мертвую петлю. Для того, чтобы описать мертвую петлю, необходимо, чтобы в этой точке центробежная сила, которая здесь образуется, вот это вот движение, должна быть равна весу, для того, чтобы вес, центробежная сила прижимала, хотя бы была равна весу, для того, чтобы тело не упало. В этой точке, скажем, точке О, вес самого тела, mg, должен быть равен центробежной силе, которая образуется в этой точке в результате движения. Равно mv квадрат, деленный на r. Отсюда можно знать, какая должна быть скорость, чтобы тело не оторвалось от петли, чтобы не упало вниз, продолжало двигаться дальше. Массу можем здесь сократить пока. Получается, что v квадрат должен быть равен g умножить на r. Скорость движения для того, чтобы писать мертвую петлю в верхней точке, должна быть равна v квадрат r. Зависит от радиуса. В данной точке она имеет какую-то кинетическую энергию, раз у него есть скорость. Можно говорить о том, что та энергия, которая была тело вот на этой высоте, скажем, W, преобразуется в кинетическую энергию тела в этой точке, плюс еще какая-то потенциальная энергия, потому что она же не полностью преобразуется. То смотрите, потенциальная энергия тела будет иметь в этой точке и кинетическую энергию, которая будет связана со скоростью, и потенциальную энергию, которая определена вот значением радиуса. Можем сказать о том, что та потенциальная энергия, которая имела тело, мы ее запишем как mg h0, в данной точке ее можно переписать следующим образом. Кинетическая плюс W потенциальная. Что такое потенциальная? Потенциальная энергия – это вот в этом месте она находится по отношению к этой точке на высоте 2 радиусов. Перепишем, чему равна кинетическая энергия, мы знаем, и потенциальная тоже знаем. И так все вот это выражение перепишется следующим образом. mg h0. h0 нам нужно будет посчитать. Равно кинетическая энергия чему равна? mv квадрат делить на 2. И плюс потенциальная энергия именно в этой точке О. Кинетическая энергия в этой точке О, которая скорость, вот она определена. И потенциальная энергия в этой точке тоже. mg умножить на сколько? На 2 радиуса, на 2r. Эта потенциальная энергия, которая была наверху, она перейдет в потенциальную энергию тела в этой точке, плюс кинетическая энергия в этой точке. Энергия никуда не девается. v квадрат у нас есть, можем сразу его сюда подставить. Давайте посмотрим, что у нас получится. Перепишем это выражение, все. mg h0 равно m v квадрат полностью gr подставляем. g умножить на радиус и делить на 2. И плюс потенциальная энергия в этой точке, которая связана с двумя радиусами. mg умножить на 2r. Что можно сделать? Можно mg здесь сократить, что мы получим? h0 равно r делить пополам плюс 2r. И равно сколько? Подставим значение. r это 1 метр. 1/2 плюс 2. Получили 2,5 метра. h0 вот это равно получается 2,5 метра. Еще раз хочу посмотреть под события. Эта энергия, она должна быть разделена. Она никуда не девается. Она переходит в две энергии. Одна энергия кинетическая, которая связана с скоростью движения. А скорость движения определена тем, что тело не может упасть центробежной силой. И плюс еще потенциальная энергия, которая не с этой же точки начинается петля, а петля в этой точке получается. Существует потенциальная энергия и кинетическая энергия, которая разделена вот потенциальной энергией, которая имела тело до того, как она начала соскальзывать. Поскольку трением пренебречь, здесь она ничего не расходовала, поэтому и записано вот это все выражение. Общая энергия, которая была, равна кинетической энергии плюс потенциальной энергии. Дальше сократили, получили значение высоты. Когда получили значение высоты, мы можем получить значение полной энергии, которая здесь имела тело. Какое она имела тело? Потенциальную энергию. W равно масса тела умножить на g умножить на h0. Подставляем значение, получаем 2 килограмма умножить на g на 9,8 метра за секунду в квадрате и умножить на h0 на 2,5. Мы получаем килограмм на метр на секунду в квадрате, это ньютон, еще умножить на метр, получаем 49 ньютон на метр или получаем 49 джоулей. Полная энергия, которая в данной точке имеет тело, равно 49 джоулей. Высота h0 равно 2,5 метра. В таком случае тело, которое будет двигаться здесь, опишет полный круг и не будет отрываться от верхней точки мертвой петли. А если h0 еще будет больше, так еще быстрее, еще лучше. Это минимальное значение.